Когда начинаешь разбираться в Neverness to Everness, система гачи сначала может показаться необычной, но на деле она куда интереснее и в каком-то смысле даже честнее, чем в большинстве других гача игр. И главное, здесь важно не просто понять, какие шансы, а как вообще устроена система. Потому что именно это напрямую влияет на твои решения. Куда крутить, когда крутить и чего ожидать. В игре есть две основные гача-системы. Первая – это баннеры персонажей, стандартный и лимитированный. Вторая – отдельная система для оружия, которая здесь называется ARC. И уже на этом этапе игра начинает отличаться от привычных схем. Чтобы крутить персонажей, ты используешь специальные кубики. Фактически валюту для бросков. Для стандартного баннера одни, синие, для лимитированного другие, красные. А вот для оружия используется отдельный ресурс, и там есть важное ограничение. Крутки идут только десятками, одиночных нет. Но самая необычная часть – это визуализация гачи. Вместо классического «нажал кнопку, получи результат», здесь все сделано в виде игрового поля, напоминающего монополию. Ты бросаешь кубик, двигаешься по клеткам и получаешь награду в зависимости от того, куда попал. И тут есть важный момент. Ты не контролируешь бросок, это все еще зависит от случайного момента. Но ощущается это иначе, потому что ты буквально видишь процесс. Сначала это выглядит как просто интересная визуальная фишка, но на практике это напрямую связано с системой гарантов. В большинстве гача игр шанс на топовый предмет растет постепенно. Здесь по-другому. Когда ты доходишь до soft pity примерно на 70-й крутке, игровое поле меняется, и вместо постепенного увеличения шанса происходит резкий скачок, примерно до 20%. Причем это реализовано визуально. На поле просто появляется больше клеток с S-рангом, и ты начинаешь буквально ходить по шансам. И максимум, который тебе нужен, это 90 круток. При этом, и это очень важно, здесь нет системы 50 на 50. Ты гарантированно получаешь лимитированного персонажа. Без проигрыша, без проиграл иди заново. И это делает систему значительно более предсказуемой. Но на этом все не заканчивается. В этой же гаче встроена система скинов. Ты можешь получить скин на персонажа, скин на транспорт, скин на глайдер. И они либо выпадают с клеток на поле, либо выдаются автоматически при достижении определенного количества круток. И вот тут появляется интересная деталь. Пити для персонажа переносится между баннерами, а вот пити до скинов нет. То есть, если ты сделал, например, 40 круток и не получил персонажа, у тебя будет 40 из 90 на следующем баннере. Но если речь про скины, прогресс сбрасывается, пока конкретный скин не вернется. Это важный момент, потому что игра явно разделяет геймплейную ценность персонажей и визуальную ценность косметика. Теперь про старт игры. В бете не было классического стартового баннера, вместо этого система работает иначе. После 50 круток на стандартном баннере ты получал возможность выбрать персонажа вручную. Причем сами первые 50 круток были дешевле, по сути стоили как 40. И даже если тебе выпадал персонаж раньше, выбор все равно сохранялся. Если эта система останется на релизе, стратегия становится очевидной. Сначала покрутите стандартный стартовый баннер, получить хотя бы одного S-рангового персонажа и только потом использовать селектор. Теперь отдельно про оружие. Это полностью отдельная система, и она работает иначе. Во-первых, крутки только по 10. Во-вторых, гарант работает быстрее. Soft pity на 60, то есть после 60 ты гарантированно получишь S-ранг. При этом шанс получить сигнатурное оружие лимитированного персонажа 25%. Если не получил, тебе гарантируют его в течение следующих 20 круток. То есть в худшем случае за 80 круток ты получишь один стандартный S-ранг и сигнатурное оружие лимитированного персонажа. И это опять же очень предсказуемая система.
И вот теперь главный вопрос. Хороша ли здесь гача? Если смотреть с точки зрения игрока, она выглядит достаточно дружелюбно. Нет 50 на 50, понятные гарантии, перенос гаранта, прозрачная структура. Но если смотреть глубже, становится понятно, где именно лежит монетизация. Не в персонажах, а в косметике и системе города. И это довольно интересный подход. Потому что вместо того, чтобы заставлять тебя проигрывать в гаче, игра делает персонажей доступнее, но приносит давление в другие системы. И в итоге Neverness to Everness предлагает не просто очередную гачу, а немного другой взгляд на то, как она вообще должна работать.